Это «Культурная симпатия», совместный проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, о культуре и варварстве, о войне и мире, об истории и политике. В студии Дмитрий Егорченков. У меня сегодня, как всегда, замечательный гость. Семен Володин, научный секретарь Института археологии Российской академии наук. Все правильно? Почти ученый-секретарь. Ученый-секретарь, прекрасно. Ну, это мелочи. Вот, ученый-секретарь. И основная специализация, научная специализация моего сегодняшнего собеседника – это скифы. Да, все правильно. Именно скифская археология и вообще в целом археология раннего Железного века. Собственно, скифская эпоха относится к этому периоду времени, первое тысячелетие до нашей эры. Да, широкие пространства Евразии. Да, у нас, когда слово «скифы» произносится в общей такой повестке, все сразу немедленно, конечно, Блока вспоминают. Все начинают дискутировать, узкие глаза, не узкие, вот, сами потомки мы, не потомки, начинается вот это вот все. И на этом, в принципе, все заканчивается. Во многом потому, что скифская тема в классических школьных учебниках, да и советских, и российских, всегда проходила, ну, в режиме, мы это сейчас перед передачей обсуждали, в режиме, ну, абзаца, ну, может быть, двух, но это максимум. Это максимум. Не более. Те, кто интересовался темой, немедленно шел читать Геродота и там находил всякое. Очень интересно порой. Очень интересно. Геродот фэнтези писал красиво, любил и про Геракла, и про змееногую богиню, про всякое. Да, и перья, сыплющиеся с неба. Перья, да, сыпятся, поэтому ни в коем случае в эти земли ходить не надо. Вот. Но если серьезно, что мы сегодня, вот с точки зрения современной и археологии, и других вспомогательных дисциплин, потому что, конечно, наука ваша сделала за последние несколько десятилетий огромные шаги вперед. Что мы знаем о скифах? Можем ли мы сказать, что это был единый народ? Можем ли мы сказать, что это была большая культурная общность какая-то, да, культурно-историческая? Кто это такие? Ну, разговор, конечно, нас ждет немалый. Но вообще надо, конечно, сначала определиться с терминами. Всегда в науке что нужно сначала договориться о терминах, да, о понятиях, да. Как мы, что мы, кого мы считаем скифами. Потому что, безусловно, долгая литературная традиция не только античной литературы, но и дальше средневековой и уже нового времени. Действительно, скифами называли всех, кого... ну, в общем, не попадя. Безусловно, как бы это все литературной традицией переводилось, и во многом термин «скиф», он стал уже даже несколько нарицательным для определения какого-то кочевого человека, кочевника, в общем, какого-то варвара. Это, в общем, все понятно. Но если смотреть с точки зрения истории археологии, кто такие скифы? И вообще, что происходило в Евразии в первом тысячелетии до нашей эры? Надо сказать, что как раз на рубеже второго-первого тысячелетия до нашей эры произошел, по всей вероятности, мы сейчас имеем много свидетельств благодаря, естественно, научным, палеоклиматологическим исследованиям. Мы видим, что происходит серьезная редизация, то есть засушение территории, климат начинает меняться, что приводит в движение огромное число людей. Они были вынуждены, естественно, искать новые источники пропитания, как-то приспосабливаться к жизни, то, что мы только в XIX веке, ну, даже скорее в начале XX века, лишь перестали зависеть полностью, скажем так, от природных условий, хотя тоже не совсем на нашу родину любимую глядя, да, не совсем, да. Не совсем, но тем не менее, все-таки человек в древности, он напрямую зависел от природы, от климата, и, естественно, это сподвигало людей двигаться. И действительно началась вЕвразии новая эпоха. И новое такое по сути, это было великое переселение, тоже такое, народов, да, на территории. Даже не то, что переселение. То есть, в принципе, Евразия в этот момент, степи или состепные территории, широких евразийских пространств, буквально от Тывы современной до Дуная. Это огромный такой получился плавильный котел подвижных народов, где все перемешивалось, смешивалось, двигалось не только с востока на запад, но в том числе какие-то влияния были из запада на восток. Все это активно перемещалось, варилось, бурлило, кипело и выплескивалось в том числе на цивилизационные очаги, которые не могли их не заметить, безусловно. И до нас донесли как раз письменные источники сведения об этих самых кочевниках ранних, которые начали совершать набеги на, соответственно,
цивилизованные государства. И если мы говорим про европейскую, скажем так, часть, то впервые о новых каких-то кочевых ордах мы узнаем из текстов VII века до нашей эры. Это ближневосточные тексты, аналы Асархадона, 672 год до нашей эры, которые сообщают нам о том, что некий Ишкузу совершает, соответственно, набеги. И, в общем-то, эти Ишкузы, эти племена, они терроризирует Закавказье, Переднюю Азию долгое время, примерно до конца VII века. То есть последние такие яркие сообщения датируются примерно 613-612 годами до нашей эры, то есть почти столетие. Эти вот кочевые народы приходили регулярно из-за гор кавказских и всячески досаждали Закавказью, Передней Азии. Мы знаем, насколько глубоко они туда уходили? Согласно письменным источникам, доходили они чуть ли не до Египта. Но археологических свидетельств такой вот дальности, конечно, у нас нет. И, в принципе, памятников археологии строго, вот, которые мы могли бы связать со скифами, за Кавказом и в Передней Азии, в общем-то, у нас нет. У нас есть отдельные находки, предметы, вооружения, соответственно, стрелы, конское снаряжение, звериный стиль, предметы, украшенные в скифском зверином стиле, особом виде древнего искусства, это у нас есть. Но они не связаны контекстно с какими-то именно прямо памятниками. То есть, чтобы было погребение какое-то точное, которое мы можем сказать, что это скиф похоронен, или какой-то другой тип памятника, их нет. Это разрозненные находки, причем зачастую предметы вооружения, где находятся в слоях разрушений, соответственно, например, тех же самых городов Урарту. Собственно, скифы поучаствовали в разгроме Урарту во многом. То есть, они не только были, скажем так, набегающей проблемой для всех, они участвовали в союзах, их привлекали к войнам, соответственно, участвовали в политическом процессе неким образом. Напомним нашим слушателям и зрителям, что Урарту – это территория современной Армении, частично Турции. Да, это именно так, но большей частью, безусловно, это, конечно, территория современной Армении. И приходили эти кочевники из-за гор Кавказа. Собственно, там, за горами Кавказа, с нашей уже стороны, на территории Северного Кавказа, мы напрямую видим как раз подтверждение и следы этих закавказских скифских походов, потому что есть у нас, например, на территории Центрального Предкавказья, на территории Прикубанья богатейшие царские курганы, датирующиеся как раз ровно тем самым VII веком до нашей эры, с великолепными изделиями ближневосточного искусства, явно работы как раз мастеров лучших как Урарту, так и, соответственно, ассирийских территорий. В общем-то, все явно свидетельствует о том, что эти люди были там, могли грабить, но, вероятнее всего, в том числе и для них уже изготавливали какие-то вещи, носящие следы этого скифского звериного стиля на типично переднеазиатских, соответственно, предметах. Причем эти импорты распространяются не только на Предкавказье где-то. Нет, например, вот мы знаем прекрасную находку, кто был в Эрмитаже в Золотой кладовой, наверняка видел, там есть два изумительно похожих меча. Один был обнаружен как раз в Келермесском кургане на территории Прикубанья, а второй был обнаружен Алексеем Петровичем Мельгуновым еще в XVIII веке на правобережье Днепра, за буквально 1000 километров от Келермесского меча. Они безумно похожи, выполнены, ну, можно почти сказать, что одним мастером. Явно какой-то одной мастерской работа очень и очень близкая. Разделяет их, соответственно, сотни, тысячи, в общем, километров. То есть, мы явно видим, что огромный какой-то массив людей, огромный по численности, я, конечно, не могу сказать, насколько он был огромен, потому что памятников ранней скифской истории довольно мало, их буквально несколько десятков насчитывается. Что же, где же остальное? В процессе научного поиска. Но это предмет оружия, я понимаю, это акинак, скорее всего. Да, это меч, это парадные мечи. Акинак – это условное, так скажем, название. Это все-таки, опять же, меч смешанных традиций. Но да, акинаки келермесского типа, так называемого как раз по этому. И вот эти акинаки – это один из культура маркирующих таких признаков для скифов, правильно? Не совсем культура маркирующих, безусловно. И мы, конечно, безусловно,
безусловно, немножко отвлеклись от изначальной темы. Я, конечно, забежал как бы вперед уже в переднеазиатские походы. Изначально я хотел обозначить, что вот эта огромная территория, она оказалась под влиянием вот этих ранних кочевников. Оно все бурлило, кипело, и часть этих людей мы знаем под наименованием скифы. Ну, точнее, это их название, которое им дали греки. Безусловно, через греческие античные письменные источники, скифы или сколоты, сколоты, как уж тут правильно сказать, лингвисты поправят, но это лишь обозначение для определенного круга, соответственно, кочевых племен варварских, которые проживали на определенной территории. И тот же самый отец истории Геродот четко ограничивал их восточную границу рекой Таной, с которой мы связываем с современным Доном. Мы ее знаем именно под названием Дон. А вот дальше уже восточнее проживали другие соседи, соответственно, скифов. И вот это все пространство, которое мы сейчас в науке называем термином скифо-сибирский мир, так называемый, вот это такой вот культурный феномен, огромный на протяжении вот этих всех тысяч километров евразийских просторов степей, раскрывается особый мир ранних кочевников, который, безусловно, имеет на всех этих территориях свои определенные какие-то отличия, маркеры, то есть это не было единое какое-то политическое Да, потому что очень часто слышим, это была первая скифская империя на пространстве Евразии. Абсолютно нет. Да. Это было довольно пестрое, лоскутное образование, которое, скорее всего, было устроено еще по родоплеменному, соответственно, строю, каких-то вот таких протогосударственных структур к ним подходили только скифы на Западе, не образовывая полноценного государства. На других территориях о государстве еще было говорить, и даже протогосударстве, в общем-то, рано. Но, несмотря на то, что их разделяли тысячи километров и какие-то свои локальные особенности, их объединяла, безусловно, некоторая общность, вероятно всего, происхождения, идеологических представлений, корни, в общем-то, у них общие. Да, какие-то отличия верований, безусловно, были, где-то так верят по-своему, где-то так, но корни этого всего были единые. И, безусловно, вот как вы, Дмитрий, упоминали, знаменитая скифская триада, так называемые, предметы материальной культуры, которые имеют общий облик, очень похожий и с точки зрения археологии типологический, и, вероятно, семантически общий на всех этих территориях. Собственно, скифская триада состоит из единства предметов вооружения, определенных форм, соответственно, определенных форм конской сбруи и принадлежности для управления лошадью, и вот этого самого скифского звериного стиля, как мы его называем, особого вида анималистического искусства, очень характерного, узнаваемого, во многом и отличающегося от более поздних искусств, которые изображали просто, казалось бы, зверей и животных. То есть это определенные образы, определенные сцены и определенное изображение определенных животных. То есть сцена терзания, там вот это вот да. Соответственно, сцена терзания, свернутый в кольцо хищник кошачий. Вот даже у меня на руке такой есть. Вот, да, знаменитый. Да, это котик знаменитый. Из кургана Ржан один. Так вот, на всем этом пространстве вот эта некая триада, она существовала для практически всех культур в очень похожем виде. Да, специалист, конечно, скажет, что, например, звериный стиль Тывы очень сильно отличается от звериного стиля, например, Подунавья, где-нибудь далеко на западе. Да, отличительные особенности есть, безусловно, но в целом вот просто человек, приходящий в музей, отметит, что, в общем, примерно похожие образы, примерно похожее оружие, такого логика пластики, да, вот логика пластики, да, безусловно, какие-то общие формы действительно прослеживаются. Опять же, вот эти скифские мечи Акинаки. Плюс-минус, как бы они похожи. Да, везде есть свое своеобразие какое-то локальное, но в целом общая идея и концепция, она понятна. Здесь важно подчеркнуть, этнический и языковой состав в данном смысле. Можем ли мы говорить, что это была общность языковая, там, не знаю, этническая по происхождению, или все-таки это больше такой набор людей,
не связанных между собой прежде всего культурой, а там вот не общим происхождением, еще чем-то? Вопросы, на самом деле, очень интересные и актуальные. С точки зрения, во-первых, этнической, надо сразу сказать, что современная археология термином «этнос» уже старается не оперировать. Это очень и очень тонкое понятие, и на основании материальной культуры, просто остатков, которые мы видим археологических, мы именно этнос определить не можем. Мы же не можем залезть человеку и спросить, а кем он себя считал. Предметы материальной культуры – это одно. Уважаемый покойный, да, кем вы себя считали? У нас, простите, сегодня вот даже в нашей студии, условно, нас вот так, в чем мы есть, похоронят, и потом археолог долго будет думать, какой же культуре человек принадлежал, например, с каким-нибудь китайским телефоном в кармане. Видимо, он китаец этнический? Я думаю, что нет. Поэтому в археологии, конечно, сейчас термином «этнос» стараются не так активно, скажем, оперировать. Это очень сложная проблематика. Но с точки зрения происхождения и вообще состава и языковой какой-то общности есть ряд интересных вопросов. Во-первых, видимо, как раз, кстати, проблема происхождения вообще вот этих ранних кочевников, место их появления – это предмет большой дискуссии. То есть, вроде бы скифов копают уже 2 столетия практически, но самые главные вопросы всегда остаются одни. Откуда они появились и куда делись. Вот это вот, да. Посередине плюс-минус уже что-то понятно, а тут достаточно интересная вещь. Но, вероятнее всего, зарождение относится вот этих ранних кочевников к какой-то определенной большой общности на востоке, безусловно, Евразии, то есть это среднеазиатский регион, Южная Сибирь, либо, может быть, также включались территории современного внутренней Монголии, Северного Китая, тоже как-то, в общем, эти регионы были задействованы в ранней сибирской истории. Вот по материалам как раз Синьцзяня, то есть Северного Китая, мы видим ранние весьма погребения 9-8 веков до нашей эры, так же, как курган Аржан, первый достоверно скифский курган, самый древний. Это Алтай, да. Нет, это Тыва. Это Тыва. Это долина царей в Тыве, это курган Аржан-1, датирующийся концом 9-го, началом 8 века до нашей эры, пока мы раньше не знаем таких памятников. Вот. Это говорит о том, что вот как раз на территории Азии в этот момент, на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры, формируется вот некоторая общность. Безусловно, имеющая какое-то одно происхождение, но поглощающая в себя очень много окружающего, абсорбирующее буквально все вокруг себя, так как, безусловно, все эти представители кочевой цивилизации, которую мы... Цивилизации в кавычках, безусловно. Да, не в полноценном смысле этого слова. Кочевых народов, которые мы рассматриваем с точки зрения археологии, они являлись представителями высшей элиты общества, военизированной верхушки, которая, безусловно, подтягивала к себе местное и оседлое какое-то население и включала в себя разнообразные компоненты. Это, в частности, мы видим, например, по современным генетическим исследованиям. Как раз у нас сейчас находится в стадии работы и завершения, так скажем, подготовки к публикации большая вот статья по генетической истории, соответственно, Скифии, классической Скифии IV века до нашей эры, то есть на территории как раз Восточной Европы. Большое число геномов, там около 150 образцов, которое показывает, что картина очень неоднородная. Это были совершенно разные по происхождению люди, связанные как с предыдущими культурами эпохи бронзы, так и с более далекими азиатскими компонентами и ближневосточными компонентами. То есть это сложная картина, очень неоднородная. Причем люди, буквально погребенные просто в одном погребении, под одним курганом, они могут иметь совершенно разные происхождения. И, вероятно, объединяющим в данном случае была как раз именно социальная организация. То есть это общество было организовано по принципу как раз воинского сословия, и в него могло входить другое по происхождению населения. Не обязательно было быть, скажем так, представителем одного рода. Хотя мы видим, что семейность очень была важна, потому что вот это клановое, так скажем, устройство, буквально в соседних могильниках там были похоронены действительно родственники, представители одной разветвленной весьма семьи, которая шла по родственность по патриархальной линии, то есть по отцовской, по мужской, в первую очередь, линии. А женщины
безусловно, но это вполне логично, могли привлекаться из других внешних, так скажем, источников, и вот они как раз носили это самое генетическое разнообразие. Патрилокальность, это, если правильно помню, называется. Да, патрилокальность как раз, вот, но весьма вероятно было и некоторое близкородственное такое скрещивание, но это уже из разряда того, что я пока просто предварительно лишь какие-то гипотезы говорю. Мы будем ждать выхода официального. Пока с этим еще нужно разбираться, но будет большое исследование. Но, в принципе, генетические исследования как раз скифов, в том числе и азиатской части скифского мира. Скиф я здесь употребляю, безусловно, несколько в кавычках, так как для территории Сибири, для Алтая, Тывы, того же самого Казахстана, Средней Азии регионов, термин скифы все-таки употреблять не очень корректно, с моей точки зрения. Да, в, так скажем, простом жаргонном рабочем варианте между собой ученые, конечно, называют, скифы Алтая. Всем все понятно, что так будет проще, чем пазырыкская культура или пазырыкцы Алтая. Хотя к скифам, конечно, которых описывал Геродот, и тех людей, которых Геродот называл скифами, они отношения все-таки не имеют. Слишком далеко не знал он о них. Геродот всех прилично запутал, потому что немедленно рассказал, что там какие-то скифы-пахари есть, царские скифы, скифы еще какие-то. Целую кучу он описал скифов, и все немедленно запутались. А как они между собой, в каких были отношениях? Я видел разные совершенно теории, вплоть до того, что на самом деле вот это описание Геродота – это описание кастовой системы внутри скифского общества. Это очень экзотические, я бы так сказал, версии, но действительно бытует мнение, я частично им придерживаюсь, что для археологии Геродот даже порой иногда больше вреда сделает, нежели пользы, но это в рамках шутки, безусловно. Потому что действительно сообщал много сведений, и, очевидно, что-то он действительно фиксировал, вполне реальность. Он, вероятнее всего, бывал, но бывал, правда, не в самой Скифии, вероятно, был в Ольвии, в греческом полисе, и, безусловно, ее окружало некоторое кочевое, скажем так, сообщество, немножко уже эллинизированное, смешанное с греческой культурой, но, тем не менее, какие-то реальные сведения и эти подтверждения мы находим, все-таки он сообщал. Но да, научную общественность он серьезно запутал, и вот уже 2 с лишним столетия пытаются так или иначе перекидывать, играть этими всеми народами, о которых сообщал Геродот, не только скифы-пахари, гелоны, будины, невры, целая плеяда тех, кого он называл, те же самые амазонки. Очень общественность волнует амазонки, проблему амазонок. То есть некоторые реальности он пытался описывать, но мы пока не можем понять и поймать, и привязать в том числе вот эти вот как раз этнические названия к каким-то общностям. То есть картина была, безусловно, очень сложная. Определенных каких-то племенных объединений, которые жили немножко обособленно, имели свои какие-то культурные контакты, и кого связывать с теми или иными народами, о которых говорил Геродот, достаточно сложно. Хотя иногда получается. Опять же, есть замечательное городище соответственно, это правобережье реки Ворскла, это приток Днепра. Соответственно, существует и поныне замечательный памятник Бельское городище. Огромный памятник, чтобы вы понимали, длина валов, внешних огромных валов, окружающих территорию этого памятника, 33 километра. То есть это, это очень огромный памятник, внутри которого есть несколько еще более укрепленных городищ, западное, восточное Бельские городища. Внутри там же еще куча открытых памятников, так называемых селищ, какие-то могильники, тысячи курганов вокруг. И напрашивается ассоциация этого самого крупного городища в принципе в Восточной Европе на тот момент времени с легендарным городом, о котором сообщал Геродот, город Гелон. Тоже как раз он описывал, что это огромные стены деревянные, указывал в стадиях его, в общем-то, протяженность обороны. И, в принципе, более-менее сходится. И ничего более похожего, о чем бы мог сообщить Геродот, в археологии мы пока, в общем, не знаем.
То есть все указывает на то, что, наверное, все-таки он мог об этом слышать, и тем более о таком крупном, безусловно, образовании, пускай так далеко удаленном от античных центров, но тем не менее, все-таки об этом он мог слышать, и, вероятнее всего, можно связывать городище Бельское с городом Гелоном, как сейчас, в принципе, и принято. Вот здесь мы сделаем небольшую паузу, подвесим интригу, и во второй части поговорим, как они, кстати, там жили, какое у них хозяйство было и так далее. А сейчас уйдем на рекламу и на новости, что там обычно бывает на радио. Снова здравствуйте, друзья. Это «Культурная симпатия» на радио «Спутник». У меня в гостях сегодня Семен Володин, археолог. Мы разговариваем о скифах, о культурах скифского облика и вот это вот все. Остановились мы на том, что обнаружены, в том числе в Северном Причерноморье, населенные пункты скифские. Вот так это пока скажем. Не будем говорить города, вот это... Населенные пункты. Что мы знаем о хозяйственном устройстве? Потому что всем сразу приходит в голову, что это скифы-кочевники. Значит, они где-то бегают там по степи, никуда не привязываются, никто не знает, кто-то, цитата, не помню откуда, где он рожден и где он умрет. Да? Вот это какая-то скрытая цитата кому-то из античных, по-моему, авторов. Вот. А что мы в этом смысле знаем про скифов? Вот я лично был в Неаполе-Скифском, в Крыму. Вполне себе по тем временам крепость. Более чем. Но Неаполь-Скифский, нужно понимать, это история более поздняя, скажем так. Это укрепление, собственно, созданное, в общем, столица Позднескифского царства, как мы его называем, Позднескифского царства в Крыму. И, в принципе, эта история уже после развала и краха, собственно, скифской истории в III веке до нашей эры, вдруг внезапно все прекращается. Скифы исчезают, и небольшие осколки, так скажем, мы сейчас, вот благодаря последним исследованиям, знаем в Приднестровье. На Днестре оставалась такая небольшая группка скифов, могильник Глиной вот они оставили, который, да, датируется III-II веком до нашей эры, достоверно вполне. И в Крыму остается некоторая часть, хотя это уже совершенно другое образование, культурно очень смешанное, эллинизированное. И ко времени создания, собственно, Неаполя Скифского это уже действительно такая некочевая совершенно история, и лишь каким-то некоторым происхождением связаны отдаленно собственно, с классической скифской культурой. До этого времени в Крыму действительно тоже были укрепленные поселения, как, например, Аккая-Вишенная, не так давно открытое и исследование Юрием Павловичем Зайцевым, крымским археологом, да, датируется IV веком, III до нашей эры. То есть, действительно, видимо, какая-то часть поджала скифов в связи с какими-то событиями экологическими или неэкологическими, или наступлениями новых людей. Об этом мы тоже можем поговорить. Отдельно будем разговаривать, иначе в Сарматов сейчас уйдем, в Аланов, там вообще мы потеряемся. Да. Соответственно, то есть какие-то небольшие группки продолжали свое существование, но в целом на территории Северного Причерноморья в III веке все прекращается вдруг внезапно. Так вот, да, Неаполь-Скифский – это уже более поздняя история, но для более ранних вещей, безусловно, мы знаем скифские поселения, и в том числе укрепленные поселения, так называемые городища, в археологии мы их называем. И с этой точки зрения полноценными кочевниками скифов на самом деле называть не очень корректно. Причем это мы, если мы говорим о времени классической скифии, безусловно, то есть V-IV века до нашей эры. А вот для раннескифской истории, для VII-VI веков до нашей эры, таких поселений мы знаем, да, практически не знаем. 7 века до нашей эры мы их не знаем. Есть поселения в Поднепровье, крупные укрепленные поселения, там Немировское, Трахтимировское городище. Но вот насколько полноценны ли они были скифскими или все-таки лишь находились под их влиянием, это есть большая научная дискуссия. Но тем не менее, да, определимся так, для упрощения, что для ранней скифской истории действительно, скорее всего, они вели более кочевой образ жизни, но с процессом освоения территории Северного Причерноморья, оседанием на них, межеванием, так скажем, политических своих интересов каких-то, поделили, скажем так, территории и потихоньку
обживались на них и, соответственно, создавали укрепленные поселения. Вот мы говорили о городище Геон, например, на Ворскле, но нужно сказать, и на Днепре было замечательное Каменское городище, огромное, раскопанное еще Борисом Николаевичем Граковым в середине прошлого столетия. То есть тоже огромное укрепленное поселение с мастерскими, с Акрополем, буквально Акрополем, укрепленной центральной частью. В этом отношении, конечно, полными кочевниками уже, кажется... Это очень важно. Я услышал слово «мастерская», потому что, опять же, если там на первом уровне понимания, когда люди про скифов начинают разговаривать, все вспоминают, что греки для них все делали, скифы бегали по степи, а греческие мастера, значит, там выпиливали скифское золото, еще что-то там делали. Свое тоже было, судя по всему. Свое тоже было, и подражание, безусловно, было, но, безусловно, большинство шедевров от мирового скифское искусства, золото, так называемое, да. Скифское золото, да, то, что можно увидеть, скажем, в Золотой кладовой Эрмитажа, опять же, про нее говорю, во многом, безусловно, это произведение, безусловно, античных мастеров. Эллины под скифский заказ, на скифский вкус делали с учетом, безусловно, их предпочтений, но делали. Конечно, скифские мастера такого шедевра произвести, в общем-то, не могли. Есть большие сомнения в том, чтобы они это могли сами сделать. Но бронзолитейное, опять же, мастерство было очень и очень развитым. Мы видим следы бронзолитейного производства на территории вот этих поселенческих комплексов. Но встают вопросы, что не так оно было масштабно представлено. То есть для того количества произведений из цветного металла, которые мы обнаружим в погребальных памятниках, кажется, будто бы этих мастерских маловато. Вероятнее всего, откуда-то еще по скифским заказам где-то еще производились более, скажем так, оседлым населением, где-то производились вещи. Например, Северный Кавказ, где-нибудь там. Северный Кавказ, безусловно, там кабанская культура, кабанские бронзолитейщики весьма известны. Опять же, это культура Прикамья, ананинская культура, тоже весьма и очень-очень развитые бронзолитейщики, у которых у самих очень много копий скифских вещей, буквально неотличимых, находится в их памятниках на Урале, то есть для кочевников Волга-Урале, связываемых с савроматами, некоторыми, соответственно, классическими савроматами. Сейчас это, конечно, немножко концепция изменяется в современной археологической науке, но в любом случае, то есть такие вот центры металлургические, они существовали и, вероятнее всего, в том числе работали на заказ кочевой верхушки. Но иногда это были просто предметы прямого импорта, причем если для скифов, собственно, Северного Причерноморья это и античные импорты, то есть Ближний Восток, Передняя Азия, для них примерно с V века как-то это направление закрывается. И в основном они ориентированы уже на греческие импорты. То вот для как раз кочевников Южного Урала, например, как раз это в первую очередь хименидские импорты, хименидская держава, в которой они активно участвовали. И вот кто-то, наверное, может быть, был из слушателей на выставке замечательной Пушкинского музея «Золото сарматских вождей». И там вот это вот произведение хименидского искусства, вот они могли лицезреть воочию. Безусловно, такое тонкое ювелирное мастерство, техника перегородчатой эмали кочевникам не была доступна. Это, естественно, предметы привезенные. Ну, иногда и сделаны на заказ с учетом вкусов заказчиков. Но, тем не менее, бронзолитейное и железоделательное производство, то есть черная металлургия, была развита вполне, потому что стрел тех же самых и мечей надо было производить довольно большое количество. В товарных количествах, да. В товарных количествах. Тем более, что стрелы, скифские наконечники стрел, форма вот эта классическая трехгранная, маленькая бронзовая, со втулочкой. Ну, буквально я вот студентам на лекциях люблю сравнивать чуть ли не автомат Калашникова раннего Железного века, потому что был популярен везде, благодаря весьма удобной, практичной конструкции, находки их далеко за пределами скифского мира находится подражание этим самым стрелам. Потому что удачная конструкция, почему бы... Да, работает, всем нравится, всем нравится. Безотказно. Да. Безотказно. Такой вопрос исключительно, что называется, мой собственный. Что-нибудь знаем про доспехи? Потому что на картинках там, греческие шлемы понятно, а вот что еще? Да, вот, безусловно, в общем таком сознании, массовой культуре скиф представляется каким-то вот таким легковооруженным лучником конным. Не дай бог смотреть современный кинематограф, где в каких-то просто в драных кожаных каких-то обмотках эти люди... Как один коллега наш говорит, конные бомжи, да? Вот. Да, буквально конные бомжи. Нет,
на самом деле для людей, которые, в общем-то, для которых жизнь была основана на воинской культуре, в бой идти в каком-то драном армяке они не могли, безусловно. А все-таки это высшее проявление их цель жизни в бою. Тут надо идти ярко, красиво и, скажем так, что-то парадно. из одежды, доспехов но на самом деле, да, возвращаясь к этому образу, безусловно, какие-то легковооруженные были, но мы сейчас все больше и больше видим. Необходимо, конечно, безусловно, обобщающие еще исследования. У кого-то, я уверен, хватит сил это сделать для археологии. Все-таки для, например, эпохи классической скифии 5-4 веков до нашей эры, о которой мы тоже в том числе говорим, количество доспехов огромное. Буквально встречаются очень и очень больших количеств. Безусловно, мы лишены полноценности археологического источника, потому что большая часть скифских захоронений на самом деле уже разграблена была до нас, до исследования археологами как в древности, так и в современности. Все это прекрасно понятно. И мы теряем эту часть источника. Но даже потому, что остается, мы видим, что на самом деле большая часть этих воинов была тяжело вооруженными. Это чешуйчатые доспехи, железные панцири, соответственно, разных форм конструкции. Они могли быть как с оплечьями, так и со шлемами, в том числе чешуйчатыми. Использовали греческие шлемы, переделывая зачастую. То есть это нормальная история для скифа. Взять шлем отического типа, классический греческий шлем, ему на уши отрезать, пробить отверстие по краю для подвешивания, чего-то типа бармицы, как бы какой-то кожаный, скорее всего, потому что остатков не найдено. В общем, под себя, так скажем, смоделировать, это нормально. Но, тем не менее, это люди очень хорошо защищенные, причем лук зачастую был не основным и далеко не всегда основным, вероятнее всего, способом вооружения, потому что мы видим огромное количество наконечников копий, дротиков тяжелых, причем копья, вот из последних наших раскопок Донской экспедиции, например, 2021 года в погребении, чтобы вы понимали, копье осталось нетронутым от кончика наконечника самого копья до втока, это нижняя часть, соответственно, древка, укреплявшаяся железным таким предметом, называющимся вток, на обратном конце древка. Так вот, длина 3 метра 24 сантиметра. Длина дротиков, рядом лежавших с этим копьем, 3 дротика лежали, 2,20. Весьма серьезное, скажем так, вооружение. То есть, это 3,5 метра копье. В общем-то, тяжело вооруженный воин-всадник с длинным копьем вполне себе, чуть ли не картофрактарий уже, можно сказать. Да, и все это без стремян еще. Да, это все еще и без стремян. То есть, конечно, это катафрактарием условно можно назвать, и способ ведения боя реконструировать довольно сложно, учитывая отсутствие полноценного жесткого седла и отсутствие стремян. Это все вызывало, я думаю, немалые умения и проблемы, конечно, которые они обходили своим умением, но все-таки это было не так удобно, как со стременами в жестком седле уже воину эпохи Средневековья. Это значит, что, в принципе, у нас в древности... у нас удревнилась проблема сарматской посадки. То есть была проблема сарматской посадки как раз с копьем, как они это делали. Теперь мы понимаем, что это и у скифов тоже, видимо, было. Да, и находок длинных копий на самом деле довольно много. Просто это нужно сейчас обобщать из-за того, что количество исследованных скифских памятников исчисляется тысячами. То есть я даже вам точную цифру сейчас назвать не могу, и никто не сможет, никто не посчитает. Это буквально больше 4000 точно погребений. То есть это все обобщить, объять, это очень большая работа, которая делается, безусловно, и мы продвигаемся в этом отношении. Но действительно длинных таких копий и тяжело вооруженных людей было много в скифском обществе, очевидно, потому что они противостояли в конфликтах, например, с Боспором. Там тоже тяжело вооруженные все-таки люди были, им надо было как-то противостоять. При этом на востоке скифо-сибирского мира, например, как раз на территории Алтая, Тывы, мы таких больших чешуйчатых доспехов не знаем в таком большом товарном количестве, то есть это более редкая вещь, и для, например, пазырыкской культуры Алтая все-таки характерно более, так скажем, легкое вооружение. При этом там памятники сохраняются гораздо лучше. Благодаря вечной мерзлоте мы знаем прекрасные изделия из дерева, из кости. Все это сковано этим льдом, предстает все, кто еще не были, сходите в Эрмитаже, блестящая экспозиция как раз Пазырыка. Да, и в Эрмитаже, и на самом деле и в Новосибирске, если поближе
же ехать и в барнаульских музеях, тоже представлено все замечательно. Вот эти захоронения в колодах огромных и так далее. Но мы видим, что, да, на востоке мира ранних кочевников скорее все-таки преобладал, наверное, более легковооруженный тип воина-всадника. Хотя, может быть, коллеги меня сейчас поправят из Новосибирска или из Петербурга. Знатоки, пишите в комментарии обязательно, да. Правьте нас, мы очень это любим. Да, я в первую очередь все-таки больше ответственен за западную часть, тут не буду скрывать. Да. Коварный вопрос, который, я уверен, от меня ждут. Скифы и славяне. Да, я помню, просто была картина, на которую все ссылаются. Бой с древнего руса со скифами, да. Древних русов со скифами она называется, если я правильно помню. Да. Да. Ну, это была весьма популярная в определенные времена гипотеза. Ну, понятно, по, скажем так, и политическим мотивам нужно было как-то продлять историю. Но сейчас мы понимаем, что никакого отношения к славянам, никаких контактов скифы, естественно, не имели. В общем-то, это подтверждается сейчас нынче и генетическими исследованиями, и лингвистика нам об этом говорит, и археология. Скифы, на самом деле, растаяли в истории. И это проблема, куда они, в общем-то, исчезли и почему так резко вдруг ушли. Культурно, в общем-то, некоторые отдельные отголоски, безусловно, продолжали жить, но уже не с носителями этой культуры. Да, где-то, например, в подмосковных лесах, как раз где обитали носители дьяковской культуры раннего Железного века, да, обнаруживаются и позже вот эти отголоски скифского влияния, узда, наконечники стрел определенного типа, то есть это есть, оно живет еще какое-то время, но уже в видоизмененном виде, безусловно, и не связано никак с носителями. Поэтому современная археология, и не только археология, все смежные дисциплины науки, помогающие в изучении древности, говорят о том, что скифы никак не связаны, безусловно, со славянской проблематикой, и, в общем-то, первая достоверно славянская культура – это уже дело середины культуры, это дело середины первого тысячелетия нашей эры. То есть между разгромом и крахом скифии, исчезновением скифов и появлением достоверно уже славянского населения, ну, почти тысячелетие буквально. Проходит несколько сотен лет, никаких следов нет. Хотя, безусловно, лингвистически связывают появление некоторых вхождений в славянские языки определенных имеющих древнеиранское происхождение слов, возможно, как раз связывают со скифами и их влиянием, но это вот отдельные отголоски, которые просто продолжают жить некоторым образом. Ну, название гидронима, прежде всего, там, ну, название... Дон, Днестр, вот это вот, Дон. Ну, да, то есть в эту сферу, конечно, уже не буду вторгаться. Да, это нас вообще разорвут на части. Не специалист абсолютно, а, как мы знаем, да, с лингвистикой... Да, с народной лингвистикой. С народной любительской лингвистикой, да, очень много можно играться. Вот. Но в любом случае, да, то есть культурно это никак не связано. И это проблема как раз науки, то есть что же конкретно произошло. Точно ответить на этот вопрос отечественная наука пока, к сожалению, не может. Очень многие, в том числе на территории России, претендуют на то, что они потомки скифов в той или иной форме. Можем ли мы сейчас сказать, что какая-то из современных культур, национальных культур, например, да, или там этнических, как угодно называйте, все-таки восходит и имеет вот эти вот корни скифские. Да, не полное продолжение, но, тем не менее, она как генетически происходит из этой ветки. Ну, можно как-то проследить хотя бы какую-то веточку, к сожалению, не одна. То есть скифы действительно это народ, полностью растворившийся в истории. Да, влияние какое-то иногда небольшое оставляет, но так, чтобы мы могли проследить какую-то цепочку, к сожалению, такого мы сказать не можем. Это же и с точки зрения языковой, в общем-то, можно вывести. Вот выходила замечательная книга Сергея Всеволодовича Куланды, лингвиста прекрасного. По-моему, в 2016 году книжка вышла про скифский язык и этнос, где он как раз подробно рассматривает то немногое, что осталось от скифского языка, в первую очередь в греческих текстах, мы не знаем. Народ скифов, к сожалению, бесписьменный, и глаза его мы можем слышать лишь только через античные либо другие какие-то источники.
переднеазиатский в частности. Вот. Но по этим обрывкам можно некоторым образом реконструировать какую-то систему языка, отдельные даже слова, имена правителей, на этом делать определенные выводы. И с этой точки зрения действительно скифский язык продолжения не имеет. То есть была популярна ранее теория, в первую очередь благодаря работам Василия Ивановича Абаева, который как раз связывал с происхождение современного осетинского языка как раз с теми самыми скифскими корнями, в первую очередь на основе рассмотрения нардского эпоса и прочих письменных источников. Но как раз Сергей Всеволодович Куланда довольно убедительно, на мой взгляд, показал уже более современным исследователям со времен Василия Ивановича Абаева, работ 60-х годов, все-таки прошло довольно много времени, полстолетия наука двинулась вперед, что как раз скорее осетинские языки могут быть наследниками весьма далекими сарматских языков. То есть это аланы, с которыми связано происхождение многих, не только осетин, безусловно, но и других народов Северного Кавказа. Они как бы тоже связаны с наследием аланским, распространившимся на многие народы Кавказа. И вот только через это аланское наследие какие-то корни сарматского языка, они могли сохраниться. Но, что Сергей Всеволодович убедительно показывает, что сарматский язык не связан со скифским. Вот в чем дело. Ага. Так что именно скифского языка до нас, в общем-то, тоже прямо не дошло. Вопрос на пофантазировать. Что вот в 2025 году ученый-археолог, скифолог хотел бы найти? Чего ему не хватает для, может быть, какой-то картинки еще? Что бы хотелось найти? Хотелось найти, конечно, многое, безусловно. И, в общем-то, надо сказать, что, с моей точки зрения, полевые исследования, вот такие научные, они уже должны производиться очень точечно, буквально препарироваться. Не так, чтобы валом копать все подряд, нагребая и набивая музеи новыми предметами. Нет, на самом деле музеи и так имеют огромное количество предметов, которых рук не хватает всегда обработать, и времени просто физически не хватает поработать со всеми коллекциями, поэтому это надо точечно, согласно определенным проблемам, некоторым образом препарировать какие-то определенные памятники. Остаются довольно большие пробелы, скажем так, на картах современных, где хотелось бы найти какие-то следы, опять же... Уточнение географии этого скифского мира. Уточнение географии скифского мира, безусловно. Вот. Но, пожалуй, что каких-то вот ярких, лично на мой взгляд, каких-то ярких царских вот этих находок, в общем-то, уже и не нужно. Мы довольно неплохо знаем произведения искусства. Нужно работать на конкретные научные проблемы. Хотел бы найти, например, раннескифское погребение с хорошо сохранившимися антропологическими останками, откуда можно было бы современными методами всех вообще наук полноценно его изучить. Этого очень хотелось бы, потому что раннескифских погребений, их буквально по пальцам двух рук, пару раз, может быть, перейти на второй круг, но не более того. Рук и ног. Рук и ног, может быть, даже и хватит для 7-го, например, века. То есть какие-то вещи такие точечные, проблематичные, а не то, чтобы какое-то злато, серебро, полные карманы. Этого и так, в общем, хватает. Кстати, из этого вытекает следующий мой такой короткий вопрос. Действительно, вот царские захоронения, это все понятно. Мы довольно хорошо представляем себе, как вот элита жила. Как обычный скиф жил? Мы знаем об этом что-нибудь? Вот это тоже хороший вопрос, потому что есть обычный скиф? В любом случае, рядовые погребения скифского общества, они рядовые в рамках скифского общества, но это все равно верхушка военной элиты. То есть он в любом случае, даже рядовой скиф, но жил лучше, чем оседлое земледельческое население, которое было вокруг. То есть все равно это некоторая часть какой-то верхушки общества. Пускай даже самые низшие, как бы так скажем, но тем не менее. Но это курганные тоже захоронения? Да, в большинстве своем это курганные захоронения, но есть как раз проблематика того, что грунтовые скифские захоронения сложнее обнаружить, просто потому что на грунтовый могильник напасть сложнее. Опять же, это методика исследования курганных могильников. В общем-то,
до последнего времени, да и сейчас в археологии не так, чтобы широко принято раскапывать не только саму насыпь кургана, но и околокурганное пространство, большое поле. А может быть, у меня есть большое предположение, которое я бы, кстати, хотел очень проверить, в том числе полевыми исследованиями, вот как раз околокурганное пространство, там вполне может быть вот то самое рядовое население вокруг, вот к этому своему вождю, скажем так, подселялось. Как вокруг пирамид. Тоже, как вокруг египетских, да. Да, в общем-то, это логичный подход, просто нужно другими современными методами, с иными методологическими подходами уже работать в поле. Как я уже говорил, препарировать с определенными целями. Но мы их знаем, небольшое количество, но тем не менее. Причем большая часть этих грунтовых могил концентрируется к уже более, так скажем, оседлым местам. Например, в дельте Дона, на территории современной Ростовской области, где было замечательное большое, огромное Елизаветовское городище, как раз это памятник в устье Дона, и огромный Елизаветовский могильник, тоже бескурганный, как раз там в грунтовых могилах, но скифские воины вполне себе лежат смирно, без какой-либо огромной насыпи. Но, безусловно, подкурганных захоронений мы знаем в десятки раз больше. Даже, наверное, в сотни. Ну и финальный вопрос, такой чисто археологический. Можем мы сказать, сколько у нас экспедиций археологических в год занимается скифами по стране? По стране. Но вот опять же, мы возвращаемся к вопросу о терминах, что называть скифами. То есть, да. Если мы говорим только о, собственно, Северном Причерноморье и окружающих территориях, то буквально немного. Потому что в основном археология сейчас большей частью направлена на охранные спасательные работы научных экспедиций. Не так много. И научных экспедиций, собственно, занимающихся скифской проблематикой, 3. Для западной это как раз экспедиция Института археологии на Среднем Дону, Донская экспедиция, это экспедиция Ростовского университета и экспедиция Московского государственного университета, Ставропольская экспедиция. Вот 3 таких прицельных, научно занимающихся скифской проблематикой. Хотя понятно, что в поле не всегда получается. Думаешь, копнешь скифа, а это эпоха бронзы, оказывается, или какой-нибудь сармат. Не попали, да. Тут уже не попали. А вот для более восточных территорий, безусловно, все-таки побольше. Это экспедиции и Петербурга, и Новосибирска, Барнаула, крупных таких научных исследовательских центров, но тоже именно научных экспедиций не так много. Ясно, понятно. Больших успехов научных и археологической удачи. Спасибо. Буду с удовольствием ждать на нашу передачу снова. Я думаю, что тематика и раннего Железного века, и бронзы недостаточно раскрыта в России. Все всегда смеются, что был в советское время учебник «История СССР с древнейших времен», и все смеялись. Не было в древнейшие времена никакого СССР. Наверное, этот подход неправильный. Дело немножко не в режиме и не в строе, а в нашей общей истории. Спасибо. Друзья, у меня сегодня в гостях был Семен Володин, археолог, ученый-секретарь Института археологии РАН. Пока.